some fundamental aspects about the miasm psychosis. Теперь немножечко о психозе. So how the miasm psychosis comes into existence? Как появился миазм психоза? Just like in the case of syphilis, Так же, как в случае с сифилисом. the psychosis also, this miasm is the result of the suppression of the gonorrheal, the suppression of what is called gonorrhea. Подобно сифилису, психоз тоже появился как результат подавления венерической болезни гонореи. So, this is also, this gonorrhea, that is a sort of infection which is the result of the wrong sexual activities. Гонорея – это тоже инфекция, которая возникает в результате неправильной сексуальной жизни. Which starts as an infection and discharges Она начинается как инфекционное заболевание, from the urethra, проявляется в выделениях из уретры. and there is an acute condition, and also there is chronic conditions of this. У нее тоже есть острое течение и хроническое течение. So in acute conditions, in some cases when the discharge is present for some time, and when automatically it may be cleared because the vital force keeps on. И в этом состоянии, если никак не подавлять гонорею, не подавлять выделение, тогда через какое-то время жизненная сила с ней справляется, и она проходит сама. But when it is treated just like what we have seen in syphilis. Но если мы начинаем ее подавлять аллопатическим лечением, then when the discharge is made to suppress, и эти выделения подавляются, они исчезают, then it gets into a chronic condition. Тогда начинается хроническое состояние. So the vital force tries repeatedly to bring this discharge out. И в ходе которого жизненная сила старается вновь и вновь выбросить эти токсины через выделение. And gradually the person develops. И постепенно человек развивает And a chronic infection in the sexual organ. Хроническую инфекцию в половых органах. And there will be formation of what is called the fig warts. И в результате формируется, помогите, пожалуйста, Маша, фиговая бородавка. Бородавка на половом члене. Кандилома, наверное. Кандилома, yeah? No, fig warts. Fig warts, it is small warts, and which is the like pointed. Like Кандилома, я думаю, да? Small, very small, tiny warts forming is called fig warts. That is why it is called fig warts disease. Не знаю, как перевести термин, поэтому перевожу буквально. Значит, как фиговая бородавка. И поэтому и гонорею называют болезнью фиговых бородавок. Кто-нибудь добрый, посмотрите, пожалуйста, перевод в интернете. So then, when this is Figwort. When this gonorrheal infections, when this is permanently made to disappear on the physical body. И когда мы постоянно пытаемся с физического плана убрать проявление гонореи, without being treated internally, без лечения внутренних слоев, then because it is not allowed to be eliminated,
Из-за того, что ей не позволяют, вот это подавление не позволяет убрать болезнь полностью. So in the same manner, it will enter back into the deeper constitutions, Так же, как мы описывали у deeper сифилиса, layers of the constitution. жизненная сила заталкивает его, эту болезнь обратно в более глубокие слои. And reaches the level of mind И она достигает обратно уровня ума in the form of a distortion. в форме еще одного повреждения. Then it is established as psychosis, miasm. И там появляется миазм психоза. So when once it is established in a person in the form of a miasm, И как только эта болезнь, она утверждается на уровне ума в форме миазма психоз, just like in psora and syphilis, так же как псора и сифилис до этого, so it stays in the она также constitution of the остается person. с человеком всю жизнь и также And then it gets inherited to the next generation. передается по наследству следующим поколениям. And also it will stay as a strong factor which makes the person susceptible to many types of И это influence. еще один фактор, который делает человека восприимчивым ко всем внешним воздействиям. So this is also a very strong miasm like psora and Это тоже очень syphilis. сильный миазм, такой же, как псора и сифилис. And the prime features of the psychosis miasm И первое качество этого миазма психоз suspicion. – это подозрительность. Secrecy. Также скрытность. So when there is a psychosis established as miasm, then mind of this person is constantly, it grows always, there will be suspicion and no trust in any other persons. По мере установления этого миазма в уме у человека все меньше и меньше становится доверия к людям, он всех подозревает в чем-то. And always this suspicion is because of underlying fear. И эта подозрительность, она растет, в ее основе лежит страх. So in every activity, in every part of the life of the person, this will make the mind conditioned. В любой области жизни человека проявляется эта обусловленность. Then the behavior of the person И тогда with поведение этого other человека persons is distorted. с другими людьми становится нарушенным, So there неправильным. will be always a misunderstanding. Его будет преследовать взаимонепонимание с людьми. When your mind is suspicious, then Когда ваш ум подозрителен, your тогда understanding of the other person is always wrong. вы никогда не сможете правильно понять другого человека. And because of this suspicious nature, Из-за этой подозрительной природы, which increases more and more, которая увеличивается, so that person cannot be happy either человек at не home or at work or не может anywhere. терять чувство счастья, он не может чувствовать себя счастливым ни дома, ни на работе, ни где-либо еще. And gradually develops Постепенно он развивает a behavior which is a criminal type of behaviors. Поведение преступное поведение. Криминальный тип мышления. Ну да, преступный тип мышления. And also a hiding nature. И также ему свойственна такая скрытная природа. So he can
his original, he can hide his original, he can hide his thoughts, his original expressions. Он скрывает свои истинные мысли, свои истинные отношения с людьми. And his suspicion is reflected in several types of expressions. И эта подозрительность, она может проявляться по-разному. Say for example, Например, when you are in your office, вы в вашем офисе, then you start thinking that everybody in the office is going to do some harm to you. и вы начинаете подозревать в том, что все ваши сослуживцы хотят вам навредить. So if you apply any logic, anything, so why should others may harm you? But Но если рассуждать логически, то, собственно, зачем людям вам вредить? But there is no discrimination. Always the mind suspects. Но у человека, People пораженного around психоза, он не может рассуждать логически, ему чудятся всякие заговоры вокруг. The person feels everybody around Ему кажется, что все вокруг is trying to take advantage of this person, пытаются им воспользоваться, are going to harm this person. или хотят его как-то обидеть, навредить ему. And then when this increases, his mind becomes restless. И по мере усиления этих симптомов ум становится беспокойным, So then his behavior is distorted. и его поведение становится анормальным, And then абнормальным. every activity, in every activity you find this hiding and secrecy. И во всех его действиях прослеживается вот эта вот секретность, скрытность. He feels that other persons are trying to read his mind, but he is actually trying to read the mind of others. Ему все время кажется, что любой человек, который к нему приближается, пытается вызнать его мысли, но на самом деле это он пытается вызнать мысли других людей. When he is walking on the road, Когда он работает на улице, then always he feels somebody is following him. когда он идет по улице, ему кажется, что за ним кто-то идет, кто-то следит за ним. So always he keeps on observing, watching whether anybody is following Поэтому him. все время немножко оглядывается, там все время сечет, что происходит вокруг. As if everybody is watching him only. Everybody on the street will be watching him. Ему кажется, что все смотрят на него на улице. He cannot use his discrimination. Why should others watch him? Everybody has his own Причем work. он не может использовать свою различающую волю и спросить себя, а зачем, собственно, ему это нужно. So it is the miasm conditioning his mind. Миазм обусловливает ум таким образом, что он не способен использовать различающую волю. Even when this person is at home, Даже когда он находится дома, suppose he is there alone in the house, он один, and then he feels, even though he has locked the door он after he запер entered, все двери, but he feels somebody has entered his house and но in ему the next room кажется, что somebody is кто-то there. пробрался в дом и что-то собирается сделать. And then he feels whether he has locked the door or not. И тогда он начинает беспокоиться, а он запер дверь или нет. It becomes so intense that while for example when he goes out Если это становится очень and then comes интенсивным, back to check whether he has locked the door or not. он идет куда-то, собирается, а потом возвращается, чтобы проверить, запер ли он дверь. It gets intensified. И этот миазм, он усиливается. Suppose he went to the office and then he starts feeling if somebody has opened the door of his house and entered into it. Или он пришел в офис и начинает думать, а вдруг там кто-нибудь вскроет мой замок и зайдет ко мне домой.
So like this, in many different angles, you find this suspicion and fear increasing in this person. Так в разных областях его жизни мы начинаем видеть вот эту вот подозрительность и скрытность. And he will have no trust in any person, И он even никому не будет доверять, his family members also. даже своим домашним. So what happens is, for example, when he is out of his house, then he may think what my wife is doing, whether she is having any other person Это может contact. проявиться в том, что он уйдет из дома, ему будет казаться, что его жена с кем-то встречается. And similarly, the wife also, if the husband Или came наоборот, late жена from the office due to some meeting or something, then she thinks that he might have gone to some other lady. будет думать, что он пошел не на работу, а пошел встречаться с любовницей. So there is fully lack of trust, mistrust. Полное недоверие. So like this, when their behavior is distorted, then their constitution becomes susceptible to so many types of influences. Когда это происходит в уме, человек становится подверженным очень многим заболеваниям. So whenever there are acute conditions, then if you just give a medicine to just eliminate that acute Каждый раз, когда condition, у него будет острое состояние, если вы ему будете давать лечение от этого острого состояния, but then there will be only a temporary effect again and again. будет только He временный becomes эффект, sick. и он снова будет заболевать. So you have to select a remedy Потому что нам нужно подобрать which can препарат, act on this psychotic miasm. который будет действовать на этот психотический миазм. So it is a very strong, intense miasm, psychosis. Психоз – это очень сильный, интенсивный внутренний миазм. Then a fourth miasm also was identified later. Позже стали говорить еще о четвертом миазме, Which is a miasm which came into existence with the interaction of Sora and psychosis. который появился из-за взаимодействия двух миазмов конституции, псоры и психоза. And that miasm is what is called the miasm tuberculosis. Этот миазм назвали туберкулезным миазмом. So this is not just the tuberculosis on the physical tissue. И, естественно, это не только туберкулез на физических тканях. So the tuberculosis on the physical tissue is one of the manifestations Потому что of this. туберкулез, физический туберкулез, он только одно из многочисленных проявлений туберкулезного миазма, туберкулинного миазма. But this tuberculosis is on the mental level. Но этот туберкулез, он находится на ментальном уровне, как и все остальные миазмы. So, because this is an outcome of the interaction of Sora and psychosis, Из-за того, что он произошел из-за взаимодействия псора и психоза, this is also a very intense miasm он очень интенсивный, which has affected a large amount of human kingdom. который поразил очень большое количество людей человеческого, человечества. So the prime feature of this tuberculosis Основное качество туберкулеза, туберкулинного миазма, is inconsistency. непоследовательность, Dissatisfaction. неудовлетворенность,
So, because of this inconsistency, you Из-за этой find непоследовательности in his behavior, в его поведении you can find this is very much this influence of this dissatisfaction and inconsistency. в его поведении мы можем очень много следов увидеть этой неудовлетворенности и непоследовательности. For example, if this person is in a particular profession, Например, этот человек имеет определенную профессию. so he likes this profession in the beginning, Вначале ему очень нравится его профессия, and then after a few years, then gradually his mind gets deviated. но постепенно его ум начинает отклоняться. And he feels that this profession is no more suitable for him. И ему кажется, что нет, эта профессия мне не подходит. Then he finds some other profession would be very good and very suitable. И он начинает думать, что вот другая профессия ему подошла гораздо больше. Then he stops this and enters into that Тогда он profession. бросает первую и начинает заниматься второй. So when you observe the life of this person, И когда мы смотрим на жизнь этого человека, if you in 30 years or 40 years, then you find him changing professions after a few years. мы видим на протяжении последних 30, например, лет, как он менял профессию каждые 3-4 года. This is because his mind is not consistent in any particular И profession. это происходит из-за того, что его ум непоследователен. Он не может одно и то же продолжать какое-то долгое время. И чувствует неудовлетворенность. Suppose if he is a student, Например, он студент. then he may feel that he will be very good in mathematics. И он вдруг чувствует, что ему бы очень хорошо заняться математикой. So he enters into Он поступает в the study of a математический degree for mathematics. институт. And then suddenly А дальше, after 1 year, после одного года обучения, например, then he feels that what is the use of он думает, mathematics? зачем эта математика вообще ему? It will be good if Лучше заняться I study physics. физикой. Then he discontinues it and Тогда goes он into уходит another. из этого института, поступает в физический институт. Like this, when you observe, he will be changing from one subject to other subject. Так вы будете видеть, как он меняет там, один предмет на другой So he cannot stick on to any particular subject. и не может продолжать нормально учиться в одном месте. Скажите, смена места жительства, обстановки в комнате, да, желание путешествовать, это все туберкулиновый. So does it mean that changing the places of living, then Yes. tendency to travel, ever traveling, путешествовать и что еще? Менять, Менять обстановку, yeah, переставлять in a room to move the furniture every week. Is it also tuberculino? Yes, the effect of the miasm is it makes the person always a tendency. Да, это эффект туберкулинового Because миазма. what he feels good now, it again it Потому что changes. то, что ему кажется хорошим сегодня, ему там через несколько дней там, или недель начинает не нравиться. Ему что-то нужно новенькое. Yeah. Suppose he got he felt that this Saint Petersburg is a very good place to live, and then Например, он приехал в Санкт-Петербург, он ему очень нравится, думает, о, как здорово And пожить в with his friends Санкт-Петербурге. also he says, you see, Saint Petersburg is so wonderful and we have a good climate, good and all these things, and then he finds a good reason to live here and then makes a house. И он всем друзьям рассказывает, какой прекрасный Петербург, и он здесь And покупает for себе жилье. 2 years or 3 years like that, when somebody visits him, he also says, you see, Saint Petersburg is so wonderful place, you also can come and live here like this. И He is своим so much друзьям, impressed. которые его,
посещают, он говорит, смотри, какой классный этот Питер, надо приезжать тоже. And gradually, after 2 years, gradually he starts finding some negative А через things пару about лет он it. начинает видеть негативные стороны этого And he Питера. says, oh, this is very boring here. Говорит, что ужасный вообще город. All noisy, boring and all. Скучно здесь и очень, очень шумно, и в общем все не так. Then he feels that, no, I should shift to a place more in nature and like this. И думает, надо переехать в деревню. Oh, it Ближе is. к природе. So then he gradually he shifts himself into a place in the nature, and then he says, no, you see, Переезжает на природу, nature, and всем we have рассказывает, смотри, как здесь beautifully здорово and all вообще. these things, everything appears very beautiful, very Ему fun. все так нравится, там все так So it is красиво, good if you stay in nature, that is good. Ничего плохого нет в том, чтобы жить на But природе. he is not constant. Again, Но дело after не в 2-3 этом. years, Дело в том, again что he changes. Что через пару лет ему опять захочется So, что-нибудь сменить в своей Any жизни. place, after some time, he feels boring. А любое место, куда бы он ни приехал, через какое-то время ему покажется скучным. So goes on changing the places in every И 5 так он years, 10 будет. years, like that. Все время менять свои места жительства, там, So changes profession, changes places. профессии. Same thing with friendship also. Wives and husbands. Yes. With relationships also. А мотивация важна? Или как бы не важен сам факт То же самое. изменений? То же самое, что, да, то же самое с Развитие коммуникацией. коммуникации. Ага. Anya is asking and Как это соотносится И, с развитием? about motivation, because you want to develop, then maybe because of this motive of development, you will change something in your life. Yes, motive of development is okay, that is different. But every time, what appears good now, it doesn't, it completely changes. Now it is very good. Now, if I make friendship with you, that I say I find everything very good. It's a good person to make friendship and all these things. And after a few months, then after 1 year like that, then my mind starts finding all negative things. Oh, she is not Мотив good like this. развития это хорошо. И на самом деле, конечно, хорошо там из стремления к развитию что-то в своей жизни менять, это хорошо. Но здесь прослеживается конкретная совершенно тенденция. То, что год назад тебе кажется прекрасным, на следующий год ты понимаешь, что это все ужасно. Ты, допустим, ты с человеком подружился, она тебе кажется просто такой чудесной, просто вообще ты рассказываешь, какая она прекрасна, и вдруг через год ты видишь все ее негативные качества и говоришь, что это вообще ужасный человек, и вообще с ней невозможно не дружить, ничего. What is called, the feeling of boring, И особенно monotonous and boring. And свойственно вот это вот, да мне все это скучно, как надоело. Скучно, наверное, с мамой, скучно, невозможно заняться. Да. Когда when child after a while is telling, I feel boring, yes. Mama, I feel boring. So this is This is- not satisfied. Да, That is- это говорит о Mind is неудовлетворенности. always Вот эта неудовлетворенность побуждает человека, то есть гонит его по жизни. So да. not contented with any with any situation, with anything. Человек не способный чувствовать удовлетворение. А можно еще вопрос? А если, например, в жизни получается так, что меняется работа не по твоей инициативе, это тоже проявление внешней травмиазма или нет? If you change your work every time, not because you want this, because the situation is like this, is it also? That is different. If you Нет, are, если if ситуация меняется, if you are compelled to, если тебя заставляют уйти, там, if выгоняют, you are допустим, с compelled to работы. leave, Если тебя увольняют с работы, то это не по твоей вине, это не от того, что ты хочешь сменить работу. but from inside your mind, from inside you, Но если внутри тебя живет вот это вот желание сменить работу, so when что-то тут не так. you надо find попробовать. persons in different situations like this, you find persons. He says now he purchases